Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Тайга не прощает слабости, но она помнит доброту. Андрей знал это лучше любого другого. За 20 лет службы в заповеднике его лицо превратилось в карту дорог, морщины овраги, шрамы-просеки и глаза цвета холодного осеннего неба. Осень того года выдалась ранней и колючей. Золото лиственниц осыпалось в ледяные ручьи, а воздух пах прелой хвоей и близким снегом. Андрей обходил северный квадрат, когда Гром, тогда еще молодой, полный сил восточно-сибирский Лайка, вдруг замер, напружинив спину. Глухой рык заклокотал в его груди. Они вышли на поляну, где вековой кедр пал под напором недавнего шторма. Картина, открывшаяся им, заставила Андрея сжать кулаки так, что побелели костяшки. Кровь на жухлой траве казалась черной. Огромная медведица лежала неподвижно, ее бок был разворочен пулей 12-го калибра. Браконьеры даже не забрали тушу. Видимо, их спугнул шум мотора или крик птицы. Андрей присел на корточки, осматривая следы. Вдруг Гром тихо тявкнул и ткнулся носом под вывернутое корневище поваленной колоды. Там, в тени, съежившись в комок, сидел маленький бурый комочек. Трехмесячный медвежонок, грязный и дрожащий, смотрел на человека глазами-бусинками, в которых застыл первобытный ужас. «Эх, малец!» — выдохнул егерь. Инструкция была однозначной — не вмешиваться. Природа должна брать свое. Сирота в тайге — это корм для других хищников или медленная смерть от голода. Но Андрей посмотрел на Грома, который вместо того, чтобы броситься на зверя, начал осторожно вылизывать испачканное ухо малыша. И что-то внутри старого егеря дрогнуло. Он завернул медвежонка в свою штормовку. Малыш не сопротивлялся, у него просто не осталось сил. На базе Андрей назвал его Мишкой. Весь следующий месяц прошел в заботах. Козье молоко, овсяная каша, теплый угол у печки. Гром стал для сироты кем-то вроде няньки и старшего брата. Они спали в повалку, и медвежонок часто засыпал, уткнувшись носом в густую шерсть Лайки. Через 3 месяца приехали зоологи из центра реабилитации. Андрей понимал, зверю нельзя привыкать к человеку, иначе он превратится в попрошайку или шатуна. «Удачи тебе, лохматый», — прошептал Андрей, глядя, как клетку грузят в вертолет. Перед отправкой биологи пометили ухо медвежонка ярко-желтой клипсой с номером. Время в тайге течет иначе. Оно не бежит, а наслаивается, как годовые кольца на спиле сосны. Андрей постарел, его походка стала тяжелее, а колено все чаще ныло к непогоде. Но больнее всего было смотреть на Грома. Пес, когда-то летевший через бурелом быстрее ветра, теперь едва поспевал за хозяином. Морда его поседела, а в глазах появилась мудрая, печальная усталость. Это был их последний совместный обход перед долгой зимой. Андрей планировал выйти на пенсию, оставить кордон и забрать Грома в поселок, доживать век в тепле. Они вышли к дальнему ручью, когда Гром вдруг резко остановился. Он не зарычал, сил уже не было, но шерсть на загривке поднялась дыбом. Из-за густого ивника вышли двое. На плечах современные карабины, в глазах холодная наглость людей, привыкших брать от леса все и не давать ничего взамен. «Опаньки, дед!» — оскалился один, тот, что повыше. «Ты чего тут забыл? Мы тут по лицензии, которой у нас нет». Андрей потянулся к рации, но второй браконьер, моложе и резвее, рванулся вперед.
Удар прикладом пришелся егерю в плечо, повалив его на землю. Гром, верный до последнего вздоха, бросился на обидчика, вцепившись тому в штанину. Раздался сухой, хлесткий выстрел. Пес вскрикнул и повалился в папоротник. «Добивай деда! Свидетели нам не нужны!» — бросил старший, перезаряжая оружие. Андрей смотрел в дуло карабина, чувствуя, как холод земли просачивается сквозь одежду. Он не боялся за себя. Он смотрел на Грома, который истекал кровью, пытаясь подползти к хозяину. Тишина, нависшая над поляной, была прервана звуком, от которого у браконьеров похолодели спины. Это не был рык. Это был утробный гул, идущий из самой земли. Кусты раздвинулись, и на свет вышел исполин. Огромный бурый медведь, гора мышц и меха, возвышался над людьми. Его глаза горели янтарным огнем. Но самое странное, на его левом ухе, сквозь густую шерсть, тускло поблескивал кусочек желтого пластика. Браконьеры замерли. Один из них вскинул ружье, но медведь среагировал быстрее. Одним мощным ударом лапы он выбил карабин, словно щепку, и издал такой рев, что птицы с криком взмыли с окрестных деревьев. Люди в ужасе бросились на утек, бросая снаряжение и забыв о своей добыче. Зверь не стал их преследовать. Он развернулся к лежащему человеку. Андрей замер. Перед ним стоял тот самый медвежонок. Мишка. 500 килограммов мощи, способный раздавить его за секунду. «Мишка?» — едва слышно прошептал егерь. Медведь подошел вплотную. Он обнюхал лицо Андрея, обдав его жарким дыханием, пахнущим хвоей и ягодами. А потом зверь перевел взгляд на Грома. Пес не дышал. Пуля прошла на вылет, и сердце старой лайки, не выдержав шока, остановилось. То, что произошло дальше, Андрей позже вспоминал как чудо или бред. Медведь подошел к псу и начал осторожно, но сильно давить передними лапами на грудную клетку собаки. Он словно копировал движения, которые когда-то, давным-давно, видел у человека, когда тот спасал замерзших зверят. Медведь фыркал, лизал окровавленную морду Грома и снова давил ритмично и настойчиво. Андрей, очнувшись от оцепенения, подполз к другу. Он зажал рану, помогая зверю. Человек и медведь, бок о бок, боролись за жизнь старой собаки. Прошла минута, показавшаяся вечностью. И вдруг хриплый вдох. Гром дернул лапой и приоткрыл мутные глаза. Помощь вызвали по спутниковой связи, которую браконьеры не успели сломать. Грома прооперировали в городе, удалив пулю. Медведь исчез в лесу так же внезапно, как и появился, оставив после себя лишь огромные следы на мягкой почве. Прошел год. Андрей все же остался на кордоне, не смог уйти. Гром, хоть и прихрамывал, все так же сопровождал его в коротких прогулках. Однажды весной, когда тайга просыпалась от сна, они вышли на ту самую поляну, где когда-то нашли сироту. Из зарослей малинника вышел он, хозяин этих мест. Но он был не один. Рядом с ним шла молодая медведица, а позади неуклюже перекатывались два пушистых медвежонка. Медведь остановился в 10 метрах. Он не рычал, не проявлял агрессии. Он просто смотрел. Андрей поднял руку в молчаливом приветствии. Гром тихо вильнул хвостом. В этом взгляде не было подчинения или страха. Было признание. Память о том, как человеческие руки когда-то согрели маленькое тело под колодой, и о том, как звериная лапа вернула жизнь верному псу. Медведица нетерпеливо фыркнула, и самец, напоследок качнув головой, увел свою семью
вглубь кедровника. «Пойдем домой, Гром», — тихо сказал Андрей, кладя руку на загривок пса. «Нас сегодня ждут». Они уходили к базе, а за их спинами шумела тайга. Она знала много историй о жестокости и выживании, но эту историю о благодарности, не имеющей границ и видов, она будет хранить в шелесте хвои вечно. Добро, брошенное в землю тайги, всегда прорастает, даже если на это уходят годы. Прошло еще 3 года. Андрей окончательно осел на кордоне, ноги уже не позволяли обходить дальние перевалы, но глаз оставался зорким, а рука — твердой. Гром превратился в глубокого старика. Он почти оглох и большую часть дня проводил на крыльце, подставляя седую морду скудному таежному солнцу. Его дыхание стало тяжелым, со свистом, но стоило Андрею выйти за порог, как пес из последних сил поднимался, готовый идти следом. Связь с медведем, которого Андрей теперь называл хозяином, не прерывалась. Зверь не подходил к жилью, но его присутствие ощущалось во всем. Зимой, когда сугробы наметало по самую крышу, Андрей находил у калитки задавленного косулю или кабана. Это не было случайностью. Следы огромных лап с характерной отметиной всегда вели вглубь леса. Медведь платил оброк за ту овсяную кашу из далекого детства, понимая, что старому человеку и его псу добывать еду все труднее. Однажды в феврале ударил лютый мороз, из тех, что заставляют деревья лопаться с пушечным треском. Андрей занемог. Старая рана в плече воспалилась, поднялась высокая температура. Он лежал в бреду, не в силах даже подбросить дров в остывающую печь. Гром скулил у постели, лизал хозяину руки, но помочь не мог. В ту ночь в дверь кордона что-то глухо ударило. Сначала Андрей подумал, что это упавшее дерево, но звук повторился. Настойчивый, тяжелый скребет. С трудом разлепив глаза, егерь увидел в окне огромный силуэт. Хозяин стоял на задних лапах, заглядывая в обледеневшее стекло. Его желтая метка на ухе казалась в лунном свете золотым клеймом. Медведь не вошел внутрь, но его рев, короткий, гортанный, разнесся над засыпающим кордоном, пробуждая Андрея от смертельного забытья. Этот звук заставил егеря встряхнуться, доползти до поленницы и растопить печь. Словно почувствовав, что опасность миновала, зверь исчез в метели.